Всем огромный привет, с вами Ксения Калм, уже через неделю весна, а это значит, что самое время показать вам базовый весенний гардероб. Сегодня будет верхняя одежда, обувь, аксессуары, а также удобные костюмы и многое другое. Не будем затягивать, давайте сразу начинать. И, кстати, как всегда, все мои параметры, ссылки, промокоды будут в описании. Хочу начать с самого главного атрибута весны, это, конечно же, пальто. И с годами я становлюсь все более опытной в плане выбора пальто и знаю, на какие детали стоит обратить внимание. Сегодня у меня две позиции, одна из них базового классического цвета и длинная, прямо практически по щиколотке. И вторая для разнообразия такого более яркого цвета и уже укороченная. Начну с серого. Самое главное, что мне понравилось, это, во-первых, есть пояс, уже который в цвет под это пальто. А также здесь полностью отсутствует внешний пуговички, но при этом они все-таки есть, то есть они внутренние, вот такие скрытые, поэтому пальто будет хорошо держать форму, плюс ее можно зафиксировать поясом и максимально, знаете, сделать такой красивый силуэт, потому что чаще всего на пальто есть пуговицы, обычно они черные или какие-то яркие, и иногда мне хочется, чтобы этих пуговиц совершенно не было видно, потому что, знаете, надену я там синие джинсы, белые ботинки, плюс какую-то сумку, и вот этот цвет иногда выбивается, поэтому такое пальто — это максимальный минимализм, эстетика, и чем-то оно мне даже напомнило корейский стиль. Не знаю, напишите в комментариях, возможно, я просто насмотрелась дорам. Сзади у нас здесь интересная прорезь, которая идет прямо от лопаток и до самого низу. При ходьбе он очень красиво раскрывается. Казалось бы, такое простое классическое пальто, но именно за счет деталей, всяких мелочей, оно более необычное. И, кстати, в составе здесь 50% шерсти. А теперь хочу показать вам второе пальто. Здесь уже 70% шерсти. Несмотря на то, что оно тонкое, оно 100% будет теплое, особенно на промозглую весеннюю холодрыгу. Или знаете, когда светит солнце, кажется, что тепло, но ты выходишь, и там жуткий ветер, холод. Эта модель в солнечном теплом цвете, как такой спелый манго или персик. Это один из главных цветов 23 года. Оранжевый, нежно-персиковый, розово-персиковый. Поэтому обязательно присмотритесь, если вы любите выбирать цвета, которые сейчас именно актуальны, либо вам надоели все свои цвета, то вот советую присмотреться именно к такому оттенку. Оно удобно тем, что, например, на мой рост, примерно 170 сантиметров, оно спускается чуть ниже колена. Поэтому, когда я иду в слякоть, в луже, все вот эти капли не брызгают на пальто. Поэтому, если вы очень переживаете, что длинное пальто будет сильно пачкаться, то можно вот выбрать более укороченную модель. Оба этих пальто из магазина Помпа, и, насколько известно, это питерский бренд, поэтому 100% они знают максимально о дождике, слякоти, лужах. Эти пальто имеют особенность. Здесь есть легчайшая незаметная мембрана, которая защищает пальто от ветра, от наружной влаги. Знаете, это ценнейший пункт, на который я обратила внимание, потому что я впервые встречаю такую особенность у пальто. От Помпа у меня не только пальто, но и одежда. Например, вот такой жакет а-ля под кожу. Цвет коричневый, но он не мрачный, а такой карамельный с цыплинкой. Он свободного кроя, в нем приятно находиться, но в то же время он не слишком оверсайз. Я думаю, такого рода вещи спасают как весной, осенью, так и в холодные летние деньки. И самое главное, они сочетаются практически со всем, то есть с джинсами, с любыми цветами. Последняя вещь из этого магазина. И хочу сказать, что со временем я все больше отдаю предпочтение качеству. Если раньше особенно я гналась за количеством, за трендами, знаете, просто красиво визуально, то сейчас для меня важны как материалы, так крой, долговечность и просто свой комфорт и самоощущение. Поэтому в моем гардеробе впервые появилось место для мерсеризированного хлопка, а точнее футболки из вот такого мерсеризированного премиального хлопка. Если говорить в целом, это хорошая базовая футболка оптимальной длины, не слишком длинная, не слишком короткая, с разрезами по бокам, но если говорить про материал, то это просто отвал всего. Когда я его только надела, он ощущался на коже как такой прохладненький, примерно как шелк, знаете. Хочу посмотреть, как он будет в носке, потому что в целом про этот материал говорят, что он не выцветает, более долговечен. Я думаю, футболки чаще всего у всех желтеют. Так вот, надеюсь, что эта футболка не будет желтеть. Обязательно там через годик с вами поделюсь, ну а пока что делюсь просто находкой и тем, что я все-таки решилась. Совсем забыла вам сказать, от этого магазина у меня еще одна вещь, это вот это вот платье-жакет, которое сейчас на мне. Весной мне уже хочется какой-то легкости, платьица, знаете, все такое красивенькое, светлое, поэтому
Поэтому этот жакет сразу же привлек мое внимание. Имеет приталенный силуэт, и при этом пуговицы также внутренние, они скрытые, поэтому нет каких-то лишних деталей, просто такой минимализм, эстетика, все как я люблю. В теплую погоду, конечно же, можно носить без брюк, просто как такое платье, но в холодную погоду, например, с джинсами, леггинсами можно, или с брюками. Кстати, на их сайте я видела брюки такого же цвета. А еще для магазина Помпа мой промокод работает не только онлайн, но и офлайн, поэтому заглядывайте в описание, там все подробности. Следующая вещь — это сумка. Конечно же, какая весна без маленькой удобной сумочки, в которую вмещаются все мелочи. Она необычной формы, да, конечно, подойдет не на каждый случай жизни, но я заметила, что частенько моя рука тянется именно к ней, тем более мне подарили ее на Новый год, поэтому особенно приятно ее носить. Кстати, если вы, как и я, любите подбирать одежду, искать новые сочетания или интересные решения, то, вероятно, вам тоже будет интересна лекция, на которую записалась я. Это бесплатная онлайн-лекция «Секретная фэшн-формула лучших стилистов мира» от Fashion Factory School, которая пройдет 21 февраля. Ее будет проводить эксперт и тренер по стилю и практикующий консультант по внешним преображениям. Кстати, в Fashion Factory School учились основатели и сотрудники Тумут, Тотти, Эмка и другие. На этой лекции мы узнаем, во-первых, какие фактуры выигрышно сочетаются между собой в одном наряде, почему многослойные образы в приоритете и как их составлять. И в-третьих, какая деталь в гардеробе способна его сделать более дорогим и презентабельным. Помимо этого будут подарки, чек-лист, как научиться сочетать цвета и подбирать стильные образы. И второй подарок – это скидка 10% на обучение в Fashion Factory School. Лекция состоится 21 февраля в 19:00. Я уже себе поставила напоминание, поэтому если хотите присоединиться к лекции для улучшения своих знаний в моде или для общего кругозора, то переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Весна — это время не только для платьев, пальто, но и для красивых спортивных костюмов. И здесь российский бренд Perfectu стал для меня просто открытием, потому что я смогла подобрать целых 3 спортивных костюма, но каждый из них имеет некоторые особенности. Первый костюм в пудрово-розовом цвете, и здесь необычный крой как у верха, так и у низа. Начнем с низа. Во-первых, широкая резинка, которая очень классно подчеркивает талию, а сами брюки палаццо в целом выглядят актуально. Мне кажется, это один из главных трендов. Я думаю, он на данный момент не угасает, поэтому если вы любите широкие брюки или просто хотите присмотреться к этому тренду, то вот, обратите внимание, что брюки палаццо могут быть не только из костюмной ткани, но и из приятного хлопкового полуспортивного стиля. Верхняя часть — жакет. Мне он чем-то напоминает современное кимоно, знаете, такое стильное. У жакета есть пояс, поэтому даже в спортивном костюме вы можете подчеркнуть ваш силуэт и женственность. И, кстати, именно одна из концепций бренда — это подчеркнуть в одежде женственность, а в мужских образах их мужское начало, их силу. Этот костюм я сочетаю со светлым топом. Он такого приятного к телу материала. Сам материал натуральный, как и здесь. Кстати, у этого жакета даже есть карманы, поэтому максимально комфортно, все как я люблю. Также у Perfectu есть классический вариант спортивных костюмов с джоггерами и с худи. Но даже здесь есть свои примечательные особенности. Непривычная для меня роскошь — это рукава сидят точно по запястью. Обычно я замечала, что они как-то висят, слишком широкие или вообще вот досюда. Здесь же прямо ровно садится по моему запястью, и знаете, это был максимально приятный момент, когда я впервые надела это худи. Подчеркнуть женственность помогают защипы на рукавах, и худи сразу же выглядит более женственным, потому что рукава такие немного а-ля фонарики. Я люблю, когда материал приятный к телу, и плюс здесь внутри начес, поэтому будет тепло весной или в холодное лето. В целом, я думаю, все эти костюмы можно носить по отдельности, например, вместо белого худи выбрать бордовое, я видела на сайте, или любого другого цвета. Они классно сочетаются между собой. И третий костюм, который я выбрала, вы, наверное, сейчас будете удивлены, но он в темно-графитовом цвете. Максимально непривычный для меня оттенок, потому что я люблю все светлое, нежное, такое нейтральное, но этот графитовый цвет, посмотрите, этот оттенок понравился даже мне. Моя камера может слегка менять оттенки, поэтому лучше посмотрите на сайте, там вот прямо как раз передан оттенок, какой он в жизни. Когда я только надела этот костюм, я сразу же себя представила в аэропорту с серебряным чемоданом. Не знаю, такая ассоциация. Здесь тоже присутствует эта фишка с акцентом на талии. Также я оценила здесь капюшон. Он небольшой, не маленький, а вот, знаете, прямо как раз. Плюс эти брюки можно было выбрать по ростовке, то есть рост до 170 и от 170. Я на свои 170 выбрала от 170. Данный комплект точно будет спасать в непогоду, когда на улице
улице дождь, слякоть, но нам нужно куда-то идти, и при этом не хочется заляпать светлые штаны, и чтобы вот эта вся грязь сразу же было видно. Этот цвет ее скроет и поможет вам выглядеть аккуратно даже в дождик. Следующая вещь, незаменимая для весны, это рубашка. Ее можно носить как с топами, так, например, с футболками или с кофтой с горлышком, в зависимости от погоды. Я очень долго думала, в каком цвете выбрать, потому что на сайте есть бежевая и голубая, но все-таки я дала предпочтение голубой, потому что этого цвета у меня меньше в гардеробе, и весной хочется привносить все-таки что-то такое новое, что-то легкое, и голубой цвет, я думаю, будет хорошо сочетаться с джинсами, с белыми оттенками, и также можно составлять более яркие образы. Рубашка приятного хлопкового материала, не шуршащая и в меру плотная. А еще она имеет небольшой сатиновый блеск, поэтому выглядит более так дорого или официально. В общем, знаете, не как дома ходить, а именно выйти на прогулку, на свидание, возможно, даже на работу или учебу. Это были все вещи от этого бренда, но дополнительно хочу сказать, что я действительно обратила внимание на качество изделий. Мне кажется, их делают такие же перфекционисты, как я, потому что вот все до мельчайших деталей, как по фасону, форме, материалам, знаете, все. Поэтому, если вы не знали, то обязательно приглянитесь к бренду Perfectu. Двигаемся дальше. У меня здесь бежевые сапоги от бренда Top Top. Они выполнены из кожи, и если издалека они выглядят просто бежевыми, то вблизи здесь на самом деле сочетание 3 фактур. Вот здесь вот такая кожаная фактура, здесь прорезиненный мыс, и снизу подошва еще вот такая интересная. Они без замка, то есть такие минималистичные, без лишних деталей, можно просто надеть с чем угодно и сразу же пойти. Высокие сапоги позволяют сделать образ не только модным, стильным, но также защитить наши брюки от всякой грязи. В общем, мне понравились эти сапоги. Единственное, я прогадала с размером, я взяла 39, и они мне немного велики. Да в целом у меня такая нога, знаете, со спорным размером, 38,5, поэтому 38 я не стала рисковать брать, и вот 39 мне все-таки немного велик, поэтому я хочу у вас спросить какие-то лайфхаки, секретики, как можно убрать вот эти полразмера, кроме стелек и толстых носков. Буду рада, если вы какие-то супер секретики раскроете, может, есть какие-то специальные, я не знаю, наклейки. Следующая вещь от Top Top, она вот в такой дизайнерской упаковке. Та-дам! Когда я только взяла, я думала, что это нужно порвать, чтобы достать, но на самом деле это все аккуратно открывается. Вот такой вот браслет. Это стальной браслет ручной работы с надписью «Коллекционирую моменты». Но единственная надпись на английском языке. Размер регулируется, но мне он как раз, поэтому я сразу же надела и все. Давно хотела подобного рода браслет, но мне не нравились надписи, которые я видела, а здесь вот самое то, потому что когда начинается теплое время года, у меня особенный сезон, когда коллекционируются моменты. Знаете, любой выход на улицу, когда светит солнце, вокруг зелень, сразу же хочется запечатлеть это, и вот данный браслет будет небольшим напоминанием. Следующая вещь от Top Top – это одежда. Вот такой кардиган. Я думаю, многие заметили, что кардиганы вновь к нам возвращаются, все чаще можно видеть их в магазинах, у дизайнеров. Я подобрала вот такой кардиган. Я перестала бояться голубого цвета и вновь рискнула. Он в таком голубовато-небесном оттенке, знаете, вот весенняя свежесть. Выходишь, вдыхаешь воздух, и вот примерно такой он по цвету. Также этот кардиган в актуальном сейчас стиле преппи, и вот эти пуговички особенно выдают данный стиль, потому что они выполнены именно так, будто я сейчас пойду в университет элитной школы. Здесь приятный материал, это первое, на что я обратила внимание, из смесовой вискозы. И в целом на их сайте на самом деле много кардиганов, но мне приглянулся почему-то именно этот. Последняя вещь, самая необычная для меня, и я на самом деле думала, что я никогда ее не попробую, но все-таки что-то меня потянуло, возможно, весна, возможно, перемены. Это вот такой женственный корсет. Я знаю, что корсеты, по-моему, были модные в 22 году, не знаю, сейчас они актуальны или нет, но я всегда, знаете, говорю, не следуйте слепо моде, выбирайте то, что вам в первую очередь нравится, вам идет, и тогда можно, ну, знаете, так параллельно следовать тенденциям, но все-таки большее предпочтение отдавать именно своему самоощущению. Решила попробовать, почему бы и нет. Я, конечно, опасалась, что вот эти завязки самой не затянусь, но оказалось, что очень легко, вот тут просто снизу тянешь, они затягиваются, и одна могу надеть без посторонней помощи. Для дополнительной поддержки у корсета есть ригелин, это вот эти вот полоски, которые не жесткие, такие мягкие, но в то же время держат форму. Я планирую сочетать этот корсет с джинсами и составлять такой спортивный шик, но мне кажется, что в таком
экстра трендовом стиле можно надевать с брюками карго, либо с какими-то грубыми джинсами. В общем, самый актуальный низ выбираете, плюс корсет и какая-то яркая сумка, то будет супер трендово. Но все-таки в моем вкусе это именно корсет с джинсами, с нежной светлой сумкой и распущенными волосами, либо, например, волосы вот в такой хвост. Внутри здесь мягкая подкладка, комфортная к телу, она выполнена из дышащей вискозы. В общем, интересно, как он приживется в моем гардеробе. И, кстати, напишите в комментариях, пробовали ли вы корсеты, как часто их носите, вообще для чего используете. Итак, на все вещи я оставлю ссылки. Также там будут мои промокоды, которые дарят приятные скидки. Но я с вами прощаюсь, мне будет приятно, если вы поддержите это видео пальцем вверх, а также включайте уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!